Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие друзья! Вы на канале Иная Реальность. И с вами я, Иная. И мы всегда получаем то, чего желаем. Сегодня этот эфир специально для того, чтобы погрузить вас в коллективную медитацию «Карма ноль», ссылочка на которую есть под этим видео. Если вы смотрите его в записи, вы можете рассматривать его просто как расклад Таро, чтобы вывести на сознание те процессы, которые происходят с вами в трансформационный период солнечного затмения, и получить, безусловно, ценную информацию для себя. Возможно, вы захотите сделать медитацию самостоятельно, ссылочка есть «Карма ноль» под этим видео. Очень ценная медитация, очень своевременная для нашего сейчас периода. Так что мы приступаем сейчас к настроечке на группу, которая уже сейчас собирается. Вот моя группа Беркана, группа практиков. Через несколько минут начнет медитацию. Ну а я начинаю настраиваться на поток. Медитирующие смогут посмотреть это видео после медитации, чтобы распаковать, вывести на сознание те процессы, которые происходили с нами во время медитации. Я же буду вести параллельно сейчас и сканирование потоков группы, и настраиваться на тех, кто избрал для себя просто смотреть это видео, как ченнелинг, как подсказку высших сил, для себя, для развивающейся души, для сознания своего. Вы все равно найдете здесь ценность, безусловно. Итак, смотрим, какой сегодня поток. Я настраиваюсь на канал, а вы пока делаете свой выбор. Присоединяйтесь либо к медитирующим, либо смотрите этот расклад, как обычный расклад Таро. Итак, я открываю канал. Поток учителей. Посмотрим, как выглядит сегодня поток учителей. Солнце и Урус. Прекрасный поток учителей сегодня. С таким стимулом для нас учителя выходят. Смотрите, солнечное затмение – это такая мощная точка, где сгусток такой энергетически образуется, концентрат, часто стимулирующий нас, подталкивающий нас к каким-то активным действиям, будящий, да, вот, пробуждающий нас к конкретным шагам. Вот сегодня энергетики много солнца, много огня, но и также хорошо заземлены мы. Должны чувствовать такую, знаете, почву под ногами, от которой можно оттолкнуться и устремиться к своим новым каким-то горизонтам. Так что энергетика позитивная, можно работать сегодня на уровне и физического тела тоже, исцеляющие потоки этому способствуют. Потому что Урус – это наполняющая энергия наше физическое тело. Если вы хотите прокачать физический план, тем более присоединяйтесь к медитации «Карма ноль», которая очень хороша как раз тоже для этого. Когда у вас кармические программы на уровне тела, психосоматики вышли на физический план, то тем более будет очень хорошо. Вы можете усилить эффект от медитации, поставив конкретное намерение, да, с которым вы входите в медитацию. Поэтому вы можете даже записать на бумаге свое намерение, что вы хотите от этой медитации получить. Итак, поток учителей. Эйвас и Алькис. Такой центрирующий поток, благоприятствующий осознанному простраиванию каких-то событийных, важных вех в своей жизни. То есть вот хорошо бы сегодня запускать какие-то осознанные сценарии в вашей жизни. Но здесь не про загадывание желаний, здесь более осознанный подход. Вот если, например,
Вы уже долго этим занимались в каком-то смысле. Например, готовились морально, психологически к чему-то, да, может быть, информацию собирали. Ну вот была какая-то подготовительная работа у вас проведена. Вот в таком случае очень хороший поток, который способствует уже окончательному принятию решения, взятию ответственности на себя и провозглашению, что да, вот это я буду делать, вот это я буду претворять в жизнь. То есть здесь вы можете манифестировать какие-то программы, сценарии, которые вот вы уже прорабатывали, и вы уже готовы выйти на новый уровень. Например, вы собирали информацию о чем то, а теперь вы готовы уже непосредственно перейти к следующему шагу- это действовать, ну и так далее. То есть в любом случае вот здесь, если вы к чему-то долго готовились, к какому-то шагу в своей жизни, изменению, да, вы хотели что-то изменить в своей жизни, у вас долго созревало это, вы долго все вот одно к одному копили и осмысливали. И вот сейчас оно приходит. Оно приходит в вашу жизнь как естественный такой вот процесс вашего взросления. Позвольте себе открыть новую дверь какую-то в будущее, какое-то что-то неизвестное, неизведанное, и в то же время уже подготовленное вами же. Но вот здесь не про чудеса, здесь про то, что вы подготовили себе какой-то плацдарм на будущее. Давайте возьмем рекомендацию из потока для нас. Как лучше всего нам работать в этом потоке сегодня? На что обратить внимание? Да, поздравляю с трансформацией. То есть полное здесь завершение, знаете, вот прямо естественное завершение какого-то мощного этапа. Но больше всего я здесь вижу личностную трансформацию. Это не то, что, знаете, завершается этап, ну так тому и быть. Нет. Это потребует от вас усилий, это потребует от вас смелости, жесткости, волевого импульса. Оно само не отомрет, но ему уже пришло время уйти. И вот вопрос, пойдете ли вы в новое, нет ли у вас страхов перед будущим. То есть здесь вы всю платформу уже подготовили на самом деле для трансформации. Да, вот на уровне, смотрите, второго энергоцентра, на уровне привязанности к прошлому с точки зрения эмоций, да, вот что-то милое, милое уходит, что-то такое хорошо понятное, милое и теплое. Да, уходит, уходит. Причем уходит, ну так как-то, знаете, даже очень даже заметно. То есть оно уходит не по-тихому, оно уходит как-то незаметно, не уйдет. То есть у вас будет какой-то мощный момент выбора, у вас будет очень мощный момент такой, а, ну вот это будет какой-то, вот я его вижу как момент. Момент. Это будет день, это будет миг, это будет час, в который вы решите пойти дальше. Оставить позади что-то милое и дорогое, хорошо понятное, но уже не жизнеспособное. Выбираем сердцем, да, по аркану влюбленных, открываем свое сердце, не боимся пережить какие-то новые эмоции, новые переживания. Но когда мы идем в новое, естественно, что мы можем пережить какие-то состояния новые. Вот здесь про какие-то новые состояния. Но они такие освежающие очень состояния, я их чувствую. Как бы, знаете, это такие бодрящие состояния, когда это стресс, но он полезный, полезный стресс.
Он вас очень взбодрит. Вот здесь десятка жезлов, то есть какой-то груз, он будет сброшен. То есть принимайте решение сбросить какой-то груз, какие-то оковы. Что-то вас очень тяготит. Поэтому в этой медитации, в этот день, в ближайшее время, потому что затмение действует на нас определенное время, еще долго, вы можете запустить процесс расставания с чем-то милым, дорогим. Вот здесь опять подчеркивается, что это больше сложно психологически даже сделать, чем, ну, как-то вот физически. Я чувствую, что вы больше как приросли эмоционально. Ну, вот как-то комфортно вам где-то, но двойка жезлов. Вам придется выбирать, вам придется идти в новое, раскрывать свой потенциал. Прямо, знаете, такой переход интересный, как будто бы вы, может быть, даже переезжаете куда-то. А может быть, все-таки это ментальный такой переход, да, на новый уровень, потому что здесь король мечей. Вот, то есть рубить канаты придется. Может быть, вы уезжаете от близких, дорогих вам людей, покидаете семью, разводитесь. Может быть, вы уходите из какого-то места работы, где долго у вас коллектив уже слаженный, да, он воспринимается вами как семья. Ну и так далее. Значит, здесь сейчас процесс идет в сторону вот отмирания этих связей. Фактически что-то уже и так отмирает, что-то уже и так уходит, но без вашего участия совершенно, без вашего волевого принятия решения оно само не произойдет, ну, не отвалится. Как-то здесь надо с двух сторон действовать. Как бы я бы вам рекомендовала поймать волну вот этого перехода, и если что-то у вас уже давно назрело, вот продумать и отпустить. То есть хороша сейчас будет у нас эта медитация для завершения каких-то сценариев в вашей жизни. Ну что ж, вот такая идет информация. Через несколько минут начнется медитация, поэтому вы можете переходить уже по ссылочке, настраиваться. Либо вы можете продолжать смотреть этот расклад, а помедитировать потом, позже самостоятельно. Хотя, уверяю вас, сила коллективных медитаций очень велика. Особенно в нашем коллективе очень мощных практиков. Ну вот девочки уже пишут «я готова», то есть группа Беркана уходит на медитацию. Вот видите, пятерка земли, здесь страх, потеря. Ну, все, здесь можно бояться, можно не бояться, но это уходит. Что-то, нечто уходит, вы это теряете. Причем что-то вас явно тяготящее, потому что десятка жезлов, тягостная карта. Паш воздуха, закрытость. Ну, смотрите, храните свои мысли при себе. То есть я так понимаю, что решение на внутреннем плане уже принято. Тут ну вот я вот чувствую, что вы уже вообще-то на внутреннем плане приняли решение. Храните мысли при себе, делайте то, что вы решили. Но все равно без ваших действий это не произойдет. Двойка воздуха. Ну, здесь что они говорят? Найдите новые какие-то вот интересы, найдите что-то по сердцу, по душе. То есть получается, вам нужно открыть свое сердце для новых каких-то программ. Двойка воздуха, двойка жезлов говорит о том, что все-таки выбор за вами, только вы определяете, как действовать. Выбирайте, выбирайте сердцем. Можете манифестировать свой выбор, если вы готовы в этой медитации коллективной. И тогда все произойдет самым экологичным способом. И 13-й аркан. Смерть, трансформация, завершение, преображение, перемена. С чего мы начали с 13-го аркана, тем мы и закончили. Иногда, чтобы начать новую жизнь, нужно умереть. Дайте уйти тому, чему пришло время уйти. Ну что ж, из песни слов не выкинешь. Все-таки 13-й аркан – это он,
собственной персоны, такая энергетика потока. То есть здесь момент преображения. Так как у нас Солнце, солнышко, оно у нас просто зимой оно одно, летом оно другое, да, то есть оно символизирует собой феникса, да, то есть умирает и возрождается. И вот сейчас у нас вот такая вот фаза перехода, очень мощная точка силы. С чем я вас и поздравляю. И я начинаю настраиваться на вас, на тех, кто смотрит это видео, и одновременно на группу медитирующих, потому что вы для меня сейчас единый кристалл, единый поток. Посмотрю, к чему вы готовы, как выглядят ваши энергоструктуры. Да, ингус – это как раз 13-й аркан смерти. То есть у нас, видите, как бы вы готовы к трансформации. И причем именно трансформации эмоций. То есть вы выходите на уровень осознанных эмоций. Информация подтверждается. Все ваши энергоструктуры готовы трансформировать ваши какие-то переживания, метания. Все, что мешает вам гармонично ощущать себя на уровне чувств. Жить в гармонии, да, с собой. Прежде всего с собой. Какая у вас энергетика? Дагас. И перт. Ну, я вас поздравляю. У вас идет прям преображение, выход на новый уровень, обнуление, перезагрузка и раскрытие своего магического дара. То есть явно идут сверхспособности. Здесь чувствуется энергетика третьего глаза, потому что вот вторая чакра, она очень связана, стихия вода, да, связана с третьим глазом. Поэтому вот работа четко чувствуется. Почему смерть? 13-й аркан тоже, потому что вода, то есть энергетика второго центра здесь очень ощутима, и третий глаз. Вы готовы раскрыть свою магию чувств. Вообще магия чувств имеет большое отношение к изобилию, к потоку изобилия. Я вам рекомендую, если захочется, если вы почувствуете резонанс, после этой практики сделать медитацию «Колесо фортуны». 10-10 мы открывали врата, 10-е, и там потрясающая практика нам была дана, запуск, да, «Колесо фортуны», запуск наших желаний. Берите ее в плейлисте медитаций и используйте. Замечательно будет именно после вот этой нашей чистки сейчас. Если вы смотрите в записи, то же самое. Возьмите карма 0, 0808 и после нее сделайте сразу медитацию 10-10, колесо фортуны. Ну что ж, выгружаем программы, которые вы уже готовы отпустить. Явно вы преображаетесь. Давайте выясним, что у вас сейчас ключевое, центральная, да, такая тема. Тема дня. Часто у нас такая есть центральная тема, на которую навешана куча всего. Вот. Посмотрим в этот корень, да, программный такой корень. И кармическая справедливость. Сразу вышла карма, сразу вышел туз кубков. То есть смотрите, какая здесь программа. Она гласит таким образом. Не может быть в жизни все хорошо. Не можешь ты быть и счастливым, и здоровым, и богатым, и красивым, да, и так далее. Здесь про то, что нет полноты счастья, нет полноты.
Мы как будто бы покупаем одно за другое. Меняем здоровье на деньги, меняем деньги на любовь, да, меняем любовь на что-то там еще, там, на самореализацию, да. То есть и нет гармонии и баланса в жизни. Хочешь самореализацию — лишаешься семьи, хочешь денег — лишаешься партнера, ну и так далее. Вот это вот здоровье — вообще отдельная тема. То есть вот про это. То есть здесь нет баланса, нет гармонии. Очень мощная программа. Мы проходили, когда врата 15-15, мы включали 7 потоков силы. Вот как раз про это. Вот кто прошел успешно врата 15-15, включил все потоки силы в себе, то тот понимает, что все это работает как раз в единстве, в гармонии, в балансе. И как раз это зеркало, все наоборот. То есть, если ты, например, просел по здоровью, к тебе деньги не идут. То есть все не так, ребята, все совсем не так. А не таким образом, что надо вкалывать и надо поменять свое здоровье на деньги. Ну, убить здоровье ради денег, да? Ну и так далее. Все это можно продолжать до бесконечности. То есть это иллюзия, друзья. Все наоборот работает. Как только один из потоков силы у нас не работает или не на полную силу, у нас все остальные потоки начинают страдать. Это есть такой закон. Так что вот эту программу очень мощную выгружаем. Что необходимо осознать? Семерка пентаклей гласит, что посеешь, что и пожнешь. Это логично. То есть если ты убиваешь свое здоровье каждый день, ты пожнешь болезнь. Это естественно. Но навряд ли ты пожнешь деньги. То есть так не происходит. От осинки не родятся апельсинки. Если ты вкладываешься в здоровье, ты здоров. Да? Если ты вкладываешься в отношения, у тебя прекрасные отношения. То есть здесь про то, что нужно посеять хорошие полезные семена, они дают полезные всходы. Ну, пора похоронить вот эти концепции, связанные с тем, что надо бороться, да, за счастье, надо прикладывать очень много усилий. Вообще там, где начинается аспект борьбы, там сразу начинается разбалансировка. Вот это тоже надо понимать. Там, где сразу возникло напряжение, если какая-то тема в вашей жизни вызывает у вас тяжелый вздох, значит, там есть напряжение. Если там есть напряжение, там есть дисбаланс, а соответственно это приводит в дисбаланс все остальные области вашей жизни. Здесь вот не знаю, но рядышком совсем маячит 15-й аркан дьявол, который одновременно является и каналом наших учителей, кураторов, да, в каком-то смысле, но и одновременно является искусителем. Поэтому, понимаете, вот это про зеркала, это про то, что как посмотришь на эту тему. Разбиваются наши зеркала, разбиваются наши иллюзии. И даже карта дьявол в сознании пробужденном уже не выглядит такой страшной, да? Можно ли искусить человека, у которого нет зацепок, нет слабостей? Ну нет. Как ты будешь манипулировать? Чем ты его возьмешь? И мы всегда прикладываем усилия и напрягаемся в тех темах, от которых очень зависимы, в которых областях мы очень зависимы. То есть если мы зависим от своего успеха, то мы будем все силы отдавать карьере. Если мы зависимы от партнера, мы все силы будем отдавать отношениям. Если у нас зависимость от тела, мы все силы будем
здоровый образ жизни, диеты и так далее. Это станет темой номер один. И будьте внимательны, если мы гипертрофируем какой-то вопрос, ведь никто не говорит, что работать это плохо, да, увлеченно, да, вкладываться в творческий труд, это прекрасно, да? Никто же не говорит, что это плохо. И никто не говорит, что заниматься отношениями, серьезно к ним относиться – это плохо. Тоже прекрасно. Или здоровье, здоровый образ жизни, сбалансированное питание – тоже прекрасно. Но когда это становится номер один, и все остальное немножечко уходит на второй, на третий, на пятый, на 10-й план, вот тогда начинается зависимость и дисбаланс. Давайте исследуем это, давайте уберем все наши дисбалансы и перейдем в баланс. В баланс, в гармонию и в любовь. Я прошу высшие силы выгрузить эту программу. И заменить ее на гармонию, баланс, любовь к себе и близким, творческую самореализацию, без ущерба своему здоровью, отношениям, деньгам. Да? Давайте все сферы приведем в баланс. Я беру целительство от высших сил и прошу исцелить эту ситуацию. Я провожу поток учителей на физический план, достигающий ваших тел, сознаний, клеток. Прекрасно. Турисас и Беркана. Действительно, поток пошел на уровень тела. Касается действительно всех сфер нашей жизни, вплоть до физического плана. И касается, конечно, и творчества, и изобилия. Здесь Беркана – это очень мощно все сразу, да, это, во-первых, это материнский аспект, это женский, а женщина – это все, это подруга, это жена, это все что угодно, но в том числе это и бизнес-леди, поэтому здесь сейчас преобразуется наша энергия, умение рождать эти потоки силы. Мощно преобразовывается женский аспект. Беркана, прекрасно. Наутис. Ну что ж, трансформация. Трансформация, друзья. Мы должны действительно измениться. Нам необходимо преображение, нам необходимо понимание глубинное структуры, потому что наутис – это глубинное понимание структуры, что гармония – это не хаос, гармония – это структура. Значит, из понимания структуры, из понимания того, как все устроено, по каким законам существует, да, вот из этого понимания мы сможем выстроить гармонию. Поэтому расширяем рамки нашего сознания, нам рекомендуют учителя. Преображайте вашу материальную реальность. Беркана – это материя третьемерности. Идет процесс преобразования, исцеления. Давайте исследуем, как идет поток, что происходит сейчас с нами. Ну, прекрасно выгружаются программы, которые разделяют нас с изобилием, не дают выстроить партнерские отношения, конфликтность.
Выгружаем. Работа идет на уровне сердечного центра. Так, паж пентаклей, хорошая энергия. Мне она нравится. Тройка пентаклей, хорошо. Восьмерка мечей, установочки наши. Восьмерка чаш. Ну что ж, идет трансформация на уровне сердца по поводу взаимодействия мужского и женского аспекта. Это очень сильно коснется ваших взаимоотношений с противоположным полом, ну и вообще партнерских взаимоотношений. Сейчас такое впечатление, что реально высшие силы меняют нам коды осознанности. Посмотрите, императрица, все под эгидой женского аспекта. Быть настоящей царицей, царицей своего мира, главной женщиной в своем мире. Уходит конфликтность, нет взаимопонимания вот здесь с противоположным полом. Ну, вы сами видите, что здесь сложная энергия. Идет процесс исцеления. Я просто пока провожу потоки. И как только я почувствую, что энергии меняются, я вам скажу. Дар утешения, дар искренность, дар беззащитность и дар благословения. Ну что ж, видите, уже идет такое просветление, исцеление, понимание того, что мы можем найти опору в себе и дать эту опору людям, которые рядом с нами. Мы умеем быть благословляющими, исцеляющими, мы можем быть смелыми, мы можем давать, видите, как и такие мужские потоки, как бы и женские. То есть мы можем и утешать, и благословлять. Мы можем создавать пространство, в котором человек может чувствовать себя раскованно, свободно, снять, видите, снять с себя маски. Но прежде всего нам надо снять эти маски, и мы сможем создавать это поле. И, конечно же, мы сможем преодолевать и помогать другим преодолевать путем осознанности, идти в свои страхи. Да? Поэтому, в принципе, процесс запущен. То есть сейчас очень многие у вас аспекты изменятся. Понаблюдайте за собой в течение нескольких дней. Скорее всего, вы почувствуете изменения. Тем более, что у нас здесь уже и колесо фортуны нам приготовили. То есть перемены на пороге. Итак, что нам скажет поток высших сил? Сейчас пошли очень мощные энергии, очень жарко, очень. Такое идет перегорание, пережигание. Потом вы отпишитесь, как прошла медитация, кто медитировал. Можете под этим видео писать свои отзывы. Так, Верховная Жрица, погруженность, восприятие, постижение. В каждом мгновении скрыта мудрость. Приподнимите завесу тайны. Но чувствуется, что в плане погружения сейчас очень многие ушли в очень глубокое погружение. И в тайне творятся у нас сейчас исцеления. В тайне у нас происходит исцеление. А вот здесь очень интересно. Король Пентаклей у нас был перевернутый, а сейчас он опять. Ответственность, управление, опора. У вас есть на кого опереться или кто-то появится в ближайшем будущем. То есть смотрите, когда вы будете честными по отношению к себе, снимите маски, у вас появится партнер, либо улучшатся взаимоотношения. Идет исцеление партнерских взаимоотношений. Прекрасно.
Четверка воздуха, проницательность, открытие, ясность. Остановитесь и постарайтесь понять тайное значение происходящего. Но смотрите, здесь дар беззащитность говорит о том, что позвольте учителям передать вам мудрость. Просто примите, вы потом поймете. Здесь вот такой отложенный, знаете, результат. То есть эффект нашей с вами работы сегодня в том, что он проявится чуть позже. Вы осознаете, вы поймете. Вам пространство продемонстрирует, видите, оно вам отзеркалит, что с вами что-то уже иначе, вы другие, вы исцеленные, вы гармонизированные. Наблюдайте за пространством, наблюдайте за собой. И еще одно послание учителей. Девятка воды, радость, исполнение желаний, подарок. Но вот видите, если вы будете внимательными, видите дар благословения, у вас будет подарок. Все будет так, как лучше для вас. Обратите внимание, что целительные потоки нам говорят о том, что будьте просто в принятии, да? Перестаньте бороться, будьте в принятии. Прорабатывание у нас идет, да, вот этой женской сферы эмоциональной. То есть когда мы не бурлим, не кипим, находимся в балансе эмоциональном, в осознанности своей, в правде, в силе, тогда мы находимся, и тогда пространство зеркалит и благословляет нас. Все наши планы исполняются. Ну что ж, я вас всех очень люблю, я благодарю высшие силы, и я прошу вывести на сознание, с чем удалось поработать сегодня. Процесс пережигания уже подходит к концу, энергетика успокаивается. Давайте выведем на сознание, что произошло в результате этой практики. Так. Открытие дорог. Прекрасная энергия. Ну что ж, счастливые шансы, замечательные события ждут вас впереди. Действительно, вот сейчас можно делать колесо фортуны после этой медитации, потому что чистка произошла, раскрытие произошло сердечной чакры, расширение сознания, обнуление кармических программ. Замечательно. Запуск ваших сценариев пойдет сейчас просто великолепно. Ингус. Ну, смотрите, мы входили в медитацию, чтобы трансформироваться, да, трансформировать наши эмоции. И у нас это получилось. Да, Лагус. Ну что, великолепно. Как раз произошла такая вот астральная чистка, трансформация наших эмоций. Это очень важный момент, потому что именно эмоции питают нас, когда мы запускаем наши желания во Вселенную. Вот у кого с эмоциями дисбаланс, то нет энергии, просто нет подъемной силы для исполнения желаний. Но эта тема глубокая, я ее раскрываю в других своих видео. А сейчас я вас поздравляю, у вас появился ресурс, да, у вас появился ресурс для того, чтобы запустить любое свое желание. Просите, посылайте во Вселенную. Так, манифестируйте. Пути, дорожки все открыты. Да, видите? Король жезлов. Да. И аркан суд. То есть у вас идут перемены в вашу жизнь. Смотрите, тут еще и королева жезлов сразу. То есть тут еще и пара. Такое впечатление, что вас ждет какая-то судьбоносная встреча. Да? Если в ваши планы входит построение семьи, то вполне возможно, потому что 20-й аркан суд, возможно, род приготовил вам уже партнера. Пара замечательная, такая свободная. Смотрите, нам удалось проработать энергию Беркана, императрицы. То есть у нас такая задача стояла, мы ее выполнили. Удалось с этим поработать. Прекрасно. Чем еще удалось поработать?
Ну, вот это вот неумение взять ответственность на себя, да, то есть мы не могли правде в глаза посмотреть. Теперь мы глаза открыли, и вот здесь может активироваться третий глаз, да, энергетика третьего глаза у кого-то может активироваться. Сердечная чакра проработалась, видите, выгружались сценарии какие-то болезненные для нас. И дар единения, да, то есть гармонизация мужского и женского аспекта произошла. Вот такая замечательная у нас работа. Ну и рекомендации для нас. Поток успокаивается. Вы большие молодцы. Вы в доверии, в таком были все это время. Поддержите меня энергетически, лайками и подписками. И чтобы быть всегда в курсе моих безоплатных медитаций, переходите по ссылочке в группу практиков. Итак, нам рекомендуется тройка огня. Активность, соблазнение, завоевание. Иногда стоит отбросить сомнения и действовать, несмотря ни на что. Главное – идти. Ну что ж, у нас еще в начале был импульс дан, что высшие силы нас стимулируют начинать что-то новое, да? И двойка огня. Потенциал возможности озарения. Перестаньте сомневаться в собственных силах, раскрывайте свой потенциал. То есть сейчас вы можете, видите, сколько огня? Вы такие огненные, у вас и партнер огненный, и вам нужно раскрывать свой потенциал как раз для того, чтобы и себя реализовать, и с партнером выстроить гармоничные отношения. У вас сейчас есть возможности быть собой, проявиться ярко, креативно, ну, на полную. По императрице это очень мощный творческий потенциал. Посмотрите, в моем плейлисте есть плейлист называется «Значение арканов Таро». Там я раскрывала из потока, что такое аркан императрицы. То есть как он выглядит сейчас в новых кодах. Вы поймете, сколько в императрице силы, какая-то потрясающая энергия. Посмотрите это видео, обязательно проникнитесь этим для того, чтобы вот почувствовать еще раз на себе целительство этого потока. Ну что ж, мои дорогие родственные души, я благодарю вас за внимание. Рада, что вы приходите ко мне снова и снова. Ожидаю я вас на вратах 1212. Кто хочет присоединиться к группе практиков во вратах 1212, расширяющих сознание, пишите мне в личку. Люблю вас, мои дорогие. Целую. С вами ваша Иная. И мы всегда получаем то, чего желаем. До скорых встреч. Пока-пока.